В течение 2011 года мы главное внимание уделяли прежде всего вопросам практической реализации тех механизмов, которые созданы в рамках ОДКБ по коллективной защите от различных вызовов и угроз наших государств. Этому были посвящены очень многие мероприятия. Самое главное, что для нас было приоритетом, это отладка механизмов кризисного реагирования. Вы знаете, что после известных событий в Киргизии Советом коллективной безопасности принят ряд мер, ориентированных прежде всего на создание оперативного механизма кризисного реагирования. Для того, чтобы этот механизм работал, нужно было предпринять конкретные практические шаги, чем мы занимались в общем, в течение этого года. Мы провели несколько деловых игр, где отрабатывали вопросы как планирования миротворческих операций, так и применения других инструментов организации для нейтрализации кризисных явлений. Отработали предложения, связанные с созданием закрытой системы видеоконференций для возможного использования как высшими должностными лицами государств, так и руководителями уставных органов ОДКБ в случае необходимости консультирования по тем или иным вопросам кризисных явлений. Мы прорабатывали вопросы, связанные с программой вооружения КСОР. Эта программа принята на последнем саммите президентами, и сегодня мы реализуем уже в практических делах именно вот эту программу. Кроме того, проводились большое количество практических мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции, информационной безопасности. Мы провели ряд очень серьезных операций с хорошими результатами. Плюс к этому военное сотрудничество, большое количество учений, в том числе учений с коллективными силами оперативного реагирования на территории Таджикистана, задействование коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона на территории Кыргызской республики. Эти учения проходили. Плюс к этому деятельность контингентов КСОР в рамках учений «Центр» 2011, который проводился на территории Российской Федерации. Активно работала парламентская ассамблея, координировала свои внешнеполитические шаги в рамках парламентского измерения. Проводили заседания, в том числе выездные, руководителей парламентов. Ну и, конечно же, координация внешнеполитической деятельности. В этом плане, на мой взгляд, мы добились достаточно больших успехов. Мы отрабатывали позиции по очень многим сложным глобальным проблемам безопасности, с соответствующими заявлениями, общими заявлениями выступали на различных международных площадках, в Организации Объединенных Наций, ОБСЕ. Действительно, организация работала очень активно. Мы сейчас чувствуем свою нишу, мы знаем, чем нам заниматься. У нас есть очень большие планы на будущее, в том числе на этот год. Это планы, прежде всего, создания, не только создания, отработки механизмов коллективной защиты от различных вызовов. И, в общем-то, вот в плановом порядке, на мой взгляд, деятельность всех структур ОДКБ ведется достаточно на высоком, таком активном уровне. В рамках Центральноазиатского региона и в рамках ОДКБ созданы соответствующие механизмы взаимодействия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. У нас создан Координационный совет руководителей антинаркотических ведомств. У нас есть так называемая операция «Канал» постоянного действия, а это значит, что мы проводим различные уровни эти операции, как многосторонние, так и двухсторонние, частные, локальные или общие, ориентированы, например, на афганский трафик или ориентированы на синтетический трафик из Европы. Мы это все проводим. У нас есть группа по подготовке кадров, по информационному обмену, у нас создан банк данных. То есть у нас целая инфраструктура создана по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. И если кто-то хочет участвовать в этой деятельности, пожалуйста, милости просим, садитесь за один стол, давайте отрабатывать совместные шаги и будем вместе действовать. За 2011 год реализовано по всем странам ОДКБ более 34 контрактов по поставкам вооружения на льготных условиях, причем экономический эффект, если не ошибаюсь, более 10 миллионов евро. То есть это те преференции, которые предоставлялись по этому соглашению для государств, которые приобретают оружие в рамках, так сказать, соглашения о льготах ОДКБ. Поэтому для государства это ощутимо, и могу сказать, что это соглашение действует. Как очень активно, кстати, действует соглашение по бесплатной и льготной подготовке кадров. Ну, например, я просто хочу сказать, что это тоже входит в военно-техническое сотрудничество.
только за 2011 год в военно-учебное заведение Российской Федерации поступило более 800 представителей государств членов ОДКБ, несколько сот в учебное заведение МВД России, более 100 человек поступили в гражданские вузы фактически без экзаменов, только по процедуре собеседования из государств членов ОДКБ на специальности, связанные с обеспечением безопасности. Причем это вузы, ну, как бы, я бы сказал так, первого уровня Российской Федерации. Я считаю, что это очень положительно влияет вообще на систему обеспечения безопасности и подготовки кадров для этой системы. Все, что касается терактов и боестолкновений с различными группами в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, все это результат деятельности международных экстремистских исламистских организаций. У нас есть информация о том, что на всех совещаниях последних лет принимаются примерно одни и те же, так сказать, решения. Направлять группы в Таджикистан, направлять группы в Киргизию, расширять свое влияние в Казахстане, направлять группы в Россию, активизировать работу эмиссаров, приобретать или создавать там социальную базу и так далее, и так далее. Конечно же, вся деятельность этих групп, которые базируются в Афганистане, ориентирована на Центральную Азию. То, что касается базы МОНАС, я думаю, лучше, чем президент Атамбаев, никто не скажет, потому что принимает решение руководства Кыргызстана. Он недавно, принимая делегацию Соединенных Штатов Америки, заявил о том, что военный контингент с базы МОНАС должен быть выведен до определенного срока. Срок – это 2014 год. Мы в течение последних 2-3 лет проводим регулярные встречи высших должностных лиц СНГ, Евразес, ОДКБ и ШОС, тем самым пытаясь не только координировать нашу деятельность, но и исключать параллелизм в работе, дублирование и так далее. Это очень серьезно, кстати, нам помогает в нашей работе. Теперь то, что касается интеграционных образований. Я вижу так, что Евразес, например, занимается вопросами экономики. Создает, реализует крупные проекты, межгосударственные, большие проекты. ОДКБ должно обеспечивать безопасность этих проектов. И в этой связи и с Евразес, и, кстати, с союзным государством у нас очень плотный контакт, и по некоторым проектам, которые реализуются в рамках, например, этих межгосударственных образований, мы подключаемся для выполнения своих задач. И я думаю, что это правильно. Это такая схема в мире, она существует. Посмотрите, как работают европейцы. Есть Евросоюз, есть НАТО. На мой взгляд, наиболее интенсивное сотрудничество между Россией и Беларусью – это самое интенсивное, видимо, сегодня взаимодействие в рамках, наверное, всего постсоветского пространства. Потому что и белорусские соответствующие структуры очень заинтересованы в этом взаимодействии, и они активны, они очень настойчивы в достижении тех задач, которые перед ними ставит руководство Беларуси. И мы видим, что результаты есть. Это закупки нового вооружения, это поставки тех или иных систем, это, кстати, совместные разработки различные и совместная работа на научном, на практическом уровне. Теперь то, что касается председательства Республики Беларусь. Могу сказать, что вообще Беларусь, я уже об этом говорил, она вообще всегда очень активна с точки зрения создания системы коллективной безопасности. И президент активен, и структуры, которые занимаются или взаимодействуют с нами, тоже очень активны. Беларусь в свое время, год назад, выдвинула несколько очень интересных приоритетов. Это миротворчество. И в рамках вот этой деятельности за год мы сделали очень много. Мы провели несколько консультаций с Организацией Объединенных Наций. Мы вышли на подготовку соответствующего протокола, в ближайшее время будет подписано о взаимодействии в миротворческой деятельности между ООН и ОДКБ. Вот. Мы отработали и провели несколько командно-штабных учений, сборы командиров миротворческих сил. То есть вот один приоритет – миротворчества. Много мы достигли, и сегодня кстати, вот это направление, оно развивается благодаря, кстати, также усилиям белорусского руководства. Второе – это вопросы, связанные с партнерством. Беларусь поставила вопрос о создании института партнерства. И в рамках очень активной работы на этом направлении, во-первых, мы вышли на понимание, что для нас, что это такое партнерство. Во-вторых, мы определились, кто у нас сегодня потенциальный партнер и с кем можем сегодня сотрудничать. Третье – это программа вооружений КСОР.
Именно благодаря усилиям Беларуси и Российской Федерации эта программа подготовлена, она утверждена президентом, и сегодня мы можем ее реализовывать. Там огромные деньги заложены, которые мы должны потратить, точнее потратить наше государство на оснащение самым современным вооружением коллективных сил оперативного реагирования. Мы эту программу делали несколько лет. И вот благодаря усилиям белорусского председательства эта программа утверждена сегодня президентами. Это вопросы, связанные с созданием коллективного механизма чрезвычайного реагирования. Имеется в виду реагирование на реагирование на техногенные природные катастрофы. Создали целый, во-первых, механизм, второй, соответствующую нормативную базу. Она утверждена президентами, и она была создана именно благодаря тем усилиям, которые предпринимало белорусское председательство. Я могу продолжить, но вы понимаете, что вот даже то, что я перечислил сегодня, говорит о очень активной позиции белорусского руководства в деятельности организации. Считаю, что механическое расширение НАТО – это абсолютно не тот путь, по которому нужно идти. Вот, об этом много раз говорилось. Я думаю, что эта пластинка, в общем-то, уже достаточно активно использовалась год, два, три назад. Поэтому я считаю, что абсолютно неправильное направление, так сказать, попытка привлечения некоторых государств постсоветского пространства в НАТО. Вы помните, как активно работали несколько лет назад представители НАТО по Украине, особенно в бытность Ющенко, как активно они работают по Грузии, но я не думаю, что это добавит стабильности и безопасности вообще в регионе. По всем признакам ситуация в Афганистане будет только обостряться. В этой связи есть соответствующие поручения президентов. Мы отработали предложение о усилении границ, о тех мерах, которые ОДКБ должно предпринять в качестве подготовительных шагов на случай возможного негативного развития обстановки в Афганистане. Этим мы занимались. У нас есть соответствующие предложения, они утверждены президентами, в том числе предложения, касающиеся противодействия вызовам, исходящим из Афганистана. И по ним мы сегодня, собственно, работаем, мы их реализуем. Я считаю, что это главный сегодня определяющий фактор в Центральноазиатском регионе, состояние дел в Афганистане. И пока это главный фактор, который негативно влияет на состояние безопасности вообще в целом в регионе, не только Центральной Азии, а на постсоветском пространстве.